Что она задумала? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот мне сразу же показывает, что очень сильно вы поменяли свое отношение к некоторым людям, особенно к женщинам. Я не скажу, что это прям какое-то такое ощущение ненависти, да, это не какая-то неприязнь, да, это такое вселенское разочарование в женщинах. Вот вы почему-то по жизни встречали таких дам, которые показали себя в кавычках во всей красе, да, ну не в самом лучшем свете. То есть в вашей жизни были женщины, совсем которые не дышали заботой, нежностью, лаской, да, ну я не беру во внимание конфетно-букетный период. А вот сама суть этих женщин вот в большей своей мере почему-то были такие, может быть, жесткие, может быть, властные, конфликтные. Да, мы не будем сейчас их характеризовать, поэтому здесь очень четко вы для себя определили, да, что либо же вы будете очень жесткий отбор женщин в дальнейшем делать, либо уже делаете. Либо же, может быть, даже у кого-то будут такие мысли, что да ну их, этих женщин. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, вы сейчас к какой категории мужчин относитесь? Да ну их этих женщин, либо же все-таки попытаюсь, да, вот попытаюсь, может быть, буду укращать строптивую, все-таки буду надеяться, что встречу одну единственную. Вот в каких сейчас вы энергиях находитесь? Вы человек, опять-таки, обладающий довольно сильной интуицией, и у вас есть хороший покровитель. Это покровители даже, может быть, не один у вас. Это ваши ушедшие родственники, ваши кровные, особо сильные покровители. Это ваши такие люди близкие, которые вас когда-то любили и... Впрочем-то, это было взаимно, да, вот такая взаимная любовь. У кого-то это мамы, папы, бабушки, дедушки, да, дяди, тети, то есть это кровная родня. Вы человек компанейский, вы душа компании, вы можете всегда найти подход к любому человеку. И даже, я думаю, в компании, вот если вы видите, что кто-то сидит, грустит, там может быть такой малословный, немногословный какой-то, вы можете развеселить, разговорить любого человека. Ну, то есть вы очень такой компанейский и контактный. Наверное, вот контактный больше подходит. Многие среди вас брали реально паузу. Может быть, сейчас взяли паузу вот именно от любовных отношений. Опять-таки, у кого-то может проиграться та история, о которой я только что говорила, да, либо же это такое осторожное отношение к женщинам, либо же кто-то, может быть, взял тайм-аут, паузу такую, да, вот в отношениях. Но это осознанно. Ну и, конечно же, я скажу, что среди вас еще есть те, кто все-таки живут с женщиной, ну, либо же в отношениях, поскольку это общий расклад, то дама у вас такая непростая. Она может казаться белой пушистой, она может казаться, ну, такой, знаете, дамочкой, аристократкой такой, да, вот бывает что-то такое вот выдает, что порой вы сами удивляетесь, как она может на людях особо притворяться, что ли, да. Особенно обратить внимание, я бы хотела на женщину, которая с вами, может быть, уже давно в отношениях, неважно, вы же там в браке, либо это гражданский брак. Дама, которая четко фильтрует ваши отношения, которая четко фильтрует, что вы делаете, как вы делаете, где вы делаете, а потом против вас все это выдает, да, ну то есть как будто вот собирает досье о вас по-простому. То есть она может подслеживать за вами, она может проверять телефоны, переписки, она может, у кого-то может даже реально проиграться, что чуть ли не детектива нанимает. Для чего? Вот мне интересно, для чего? Боже, какая она обозленная. Она такая обозленная. Это тотальный контроль.
Это тотальный контроль, который, возможно, вы уже чувствуете, те, кто сейчас вот таких, ну, токсичных, то есть отношениях вы пребываете. Вас тяготят, может быть, даже эти отношения. Вам хочется вырваться, но пока вы не решаетесь. Мы не будем вникать, почему вы живете, продолжаете жить с такой дамочкой. Вы человек, который порой ходили, ну, чуть ли не по лезвию ножа, да? Вы человек, верящий в судьбу. И, ну, довольно часто вам эта судьба, эти высшие силы, те самые, да, в которых вы верите, они вам не раз помогали. Бывали какие-то мистические ситуации, бывали случаи, которые до сих пор, возможно, вы в тех же самых компаниях рассказываете, вот как какое-то чудо чудесное. Кстати, можете написать в комментариях, что же такого чудесного с вами произошло. Ну и давайте ближе к делу, ближе к телу. Кто же пришел к нам на расклад, что же за женщина, да, и что же она задумала. И, ух ты, ну, я уже даже представляю, что это за женщина. Эта дамочка довольно неплоха собой. Она моложе вас, она скорее темноволосая, но опять же, я всегда говорю, что в общих раскладах мы особо не привязываемся к цвету волос, потому что это общий расклад. Она моложе вас, она, ну, довольно неплоха, не дурна собой. Она знает себе цену. Она какая-то такая, может казаться, загадочная, таинственная. Есть какой-то особый женский шарм. Она нравится другим мужчинам. Это женщина, которую вы как минимум боготворили. Как максимум, я даже не пытаюсь подобрать это слово, потому что эта женщина для кого-то из вас была действительно, ну, центром вселенной, наверное. У кого-то, конечно же, могут проиграться и просто длительные отношения, но, естественно, это женщина, которая далеко не безразлична вам была или с которой вы планировали, ну, устроить свою судьбу в дальнейшем. Это женщина, которая причинила вам много боли по жизни, и не только вам. Это женщина вообще такая, знаете, причинительница боли, если можно так назвать. Доставляет людям по жизни много проблем. Многие люди на нее жалуются, многие с ней могут ссориться, даже близкие люди. Она была не раз поймана, ну, либо же на вранье, может быть, даже на измене проиграется. Вам она причиняла такую дикую боль, что, наверное, ну, она у многих до сих пор, либо же, ну, как минимум в воспоминаниях, либо же до сих пор еще, ну, режет острым ножом по сердцу. Но это скорее у тех, кто не так давно, может быть, разошелся, там, да, расстался с этой женщиной. Она, возможно, даже владеет магией, либо же ходит к каким-то там колдунам, я не знаю, ведьмам и так далее. Женщина хорошая актриса, женщина, которая умеет быть хорошей только тогда, когда ей что-то нужно от человека, либо когда ей что-то выгодно. Она со вкусом одевается, она со вкусом накладывает макияж, у нее может быть хорошо уложенные волосы, она очень чистоплотная, она может быть довольно неплохой хозяйкой, но вот внутренняя ее составляющая оставляет желать лучшего. Эта женщина очень ревнивая, да, она страстная, она хорошая любовница. Ну, то есть, вот если взять так, в общем-то, да, по описанию, ну, чуть ли не куколка-картинка, да, но вот именно внутренняя составляющая, как говорят, не так важен фантик, да, как сама конфетка. А вот эта конфетка уже немножко так подгуляла, уже немножко с душком, с запашком. Ну, то есть, я думаю, вы все прекрасно поняли, о какой женщине сейчас идет речь. Связаны с ней страдания. Это если коротко, да, это женщина, в которой вы, возможно, разочаровались, возможно, даже, я вам скажу так, возможно, кто-то из вас еще не разлюбил ее. Несмотря на эти ножи в спине, несмотря на унижение, оскорбление и так далее, вы понимаете, что вы еще не остыли. Поэтому вот такая змеюшка, пригретая на груди, да? Давайте-ка смотреть, что же она задумала.
Это змеюшка. Ох, какой у нее жесткий характер. Ох, какой у нее характер. Она хочет нанести какой-то, ну не то что удар, она хочет сделать какую-то пакость. Зачем? Почему? Для чего? Особенно это будет касаться тех, кто начал уже выходить из такого состояния, да, вы начинаете, может быть, оживать, да, потому что, опять же, кто-то раньше, кто-то позже с ней разошелся. То есть вы начинаете оживать, вы начинаете в каком-то смысле даже, может быть, забывать эту дамочку, да, то есть абстрагируетесь, кто-то уже начал там с другими женщинами общаться. И вот скорее даже вот про вас будет сейчас идти разговор, но в дальнейшем мы еще посмотрим, да, поскольку это разные ситуации, я еще посмотрю, какие еще маневры она задумала. Это дама, которая каким-то образом, либо же вы с ней пересекаетесь, либо есть общие знакомые, может быть, как-то она подслеживает, хоть и из-за угла, да, с кем вы там приходите, уходите. Вот не хочет она вас видеть счастливым. Вот не хочет она, чтобы вы ее забывали. Она, как сказать, она строила слишком большие планы на вас и думала, что вы будете все терпеть и все прощать. Но поскольку вы ушли, поскольку вы поставили точку в этих отношениях и не собираетесь многие возвращаться к ней, да, вот она решила, ну просто так чисто напакостить. Вот как только она узнает, что вам хорошо, она даже, ну как-то вот мысленно, у нее, между прочим, сила мысли очень большая. Может быть, вы даже и догадывались, вот и раньше. Она что-то скажет, либо подумает что-то, ну, а потом озвучит. И вы понимаете, что это сбывается. Вот есть некая сила у нее такая ведьмацкая. Поэтому вот когда она узнает каким-то образом, либо видит вас, да, пусть хоть и на улице, да, вот видит вас счастливым, улыбающимся, да, либо на фотографии, либо про вас рассказали, она начинает вот посылать вот эти вот свои такие негативные мысли в ваш адрес. Это тоже своего рода негативная энергия, потому что наши мысли, наши слова – это все энергия. Может быть, даже вы кто-то замечали, что как только вы как-то либо пересекаетесь с бывшей, да, там, неважно, как вы общаетесь, хоть смс-кой, хоть звонок, хоть где-то на улице, да, неважно. Вы можете даже себя какой-то период плохо чувствовать, вот как будто выжатый лимон, либо же какой-то депрессняк нападает, либо же какое-то такое, знаете, взрывоопасное ощущение внутри. Но это у всех будет по-разному, потому что все разные люди. Но у кого такое было, можете написать, вот какие ощущения, когда вы с бывшей встречались. Поэтому в этом случае она задумала, знаете, вот ей хочется подпортить вам жизнь. Подпортить, чтобы у вас не было ни денег, ни счастья, тем более не было личной жизни. Она будет пытаться всячески вот как-то вам попадаться на глаза под разными предлогами. Поэтому я просто хочу вас предупредить. Если бывшая появится, а она появится, с какими-то запросами, неважно, помощь, там еще какие-то сказки, там на день рождения пригласить, еще куда-то пригласить, что-то отремонтировать. Миллион сказок можно придумать. Поэтому будьте осторожны. Вот если она к вам появится в ближайшее время, знайте, что ей нужно как-то вот с вами пообщаться поближе. Ей нужно еще больше втереться к вам в доверие. Ей нужно разведать, что да как происходит, понимаете? Потому что одно дело то, что она слышит, а другое дело увидеть воочию, счастливы либо нет, как же ваши дела. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны, потому что женщина, ну даже на мысленном, на уровне мыслей, да, вот она пытается вот как-то вам напакостить. Что еще? Какой еще вариант? Я просто разные. Ну вот это то, что я говорила. Ей не хочется, чтобы у вас были ни деньги, ни любимая женщина. Вот она хочет, чтобы вы вот так страдали и горевали. Она хочет, чтобы вы были нищей. Причем это проиграется у многих из вас, ребята. И ужасно не хочет, чтобы у вас была новая любовь. Это, в принципе, второй раз подтвердило то, что я только что сказала. У кого-то из вас проиграется еще более трэшевая ситуация. Я не пугаю, ребят, просто предупрежден, значит вооружен. Сейчас я уточню, кого это касается.
Это касается тех из вас, кто, может быть, в чем-то отказал бывший. Может быть, она хотела... Смотрите, здесь могут быть разные варианты. Может быть, она хотела больше денег от вас, да? Может быть, она хотела большую там долю квартиры отсудить. Может быть, с кем-то из вас она бурную ночку хотела провести, вы отказали. Там какую-то помощь вы отказали. Но опять же, много разных вариантов может быть. Здесь дама обозлилась до такой степени на вас, что она готова сделать порчу. И я думаю, у кого-то из вас проиграется, что, может быть, последнее время, последние месяцы вы понимаете, что как будто вы нырнули в черную полосу. Вот все, за что вы беретесь, все как-то валится из рук. Личная жизнь может не ладиться, работа не ладится, могут быть проблемы с финансами. Ну, то есть, чтобы вы знали, ребята, где собака зарыта. Но здесь нужно исключительно, у кого есть магическое воздействие, исключительно делать чистку. Поэтому, у кого есть подозрения, добро пожаловать. Телефон под видео вы можете всегда написать. Дама, которая не остановится ни перед чем. Я вот чем больше смотрю дальше карты, я просто все больше ужасаюсь, какие такие тяжелые негативные карты выпадают. Хочется сказать, с кем вы жили, ребят, вот с кем. Многие из вас, в принципе, прозрели не так давно, да, хоть уже и прошло много времени, но все равно как-то трэшевая ситуация. У кого-то из вас проиграется, что бывшая распускает очень сильные сплетни о вас. Причем такие сплетни, в которых она пытается вас очернить. Вашим общим знакомым, там, может быть, если с родственниками, с друзьями общается, с коллегами, неважно. Вот она такие гадости про вас говорит. Она настолько очерняет, она настолько фантазирует. Смотрите, она хочет от вас отвернуть даже... Вот ваш близкий круг общения. Поэтому, кто из вас пересекается, вот как-то вы имеете действительно общий круг общения с бывшей. Ну, бывает такое, да, друзья остались, там родственники, может быть, ваши общаются, там, я не знаю, соседи, кто угодно. То есть и с ней общаются, и с вами до сих пор. Но она своими чарами, своими манипуляциями, ну такую гадость про вас льет. Ребят, боже, я просто в шоке. Я просто в шоке. И знаете, вот она-то обраточку получит. А вот как только у вас начнет налаживаться жизнь еще больше, да, у кого-то раньше, у кого-то позже, как только вы начнете выныривать из этой вот своей такой черной полосы, у кого-то она может быть временно. Я не беру ту полосу, которая магически создана. Это совершенно другая. Здесь нужна только чистка. Но вот у кого из вас начнет улучшаться вот осветляться, скажем так, период неудач. Да, если вы долго, к примеру, не могли найти женщину, у вас начнутся отношения. Либо же у вас были проблемы с финансами, вы там поменяете работу, опять-таки у вас идет улучшение. Как только вы начнете подниматься с коленей, так скажем, да, ее бумеранги начнут бить со всех сторон. Вот какая-то такая вселенская закономерность будет. Вам станет лучше, ей станет хуже. Она получит обраточку. Причем у вас есть очень сильная такая мощная своя энергетика. И вы своей энергетикой тоже можете отбивать какие-то ее такие ну, мысленные мысли, да, как сказать, продуманные вот эти ее атаки, да. То, что она думает, то, что она говорит, может быть. Вы можете отбивать. У вас очень хорошо это получается. Вы можете даже некоторые сами, ну, какую-то, я не знаю, это то ли, ну, невидимая защита, да. Вы можете, в принципе, у каждого она своя. Ну, к примеру, вот я приведу. Есть люди, которые перед недоброжелателями, они представляют... ну, такую невидимую стену, либо же ну, стеклянную, к примеру, да? Либо же накрываете огромным стаканом, колпаком таким прозрачным человека, да? И все Г, которое говорит, либо думает этот человек, остается при нем. Поэтому вы тоже можете отфутболивать, ну, это скорее, если вы при личной встрече, там от нее какие-то гадости можете услышать, да? Поэтому, знаете, вот, если все это резюмировать, то я могу сказать так. Ваши бывшие дамы, никого не хочу обидеть, ребят, абсолютно.
Ну, просто я, судя по раскладу, я просто в шоке, да. Вот ваши бывшие дамы, они до сих пор порой могут не угомоняются. Я уже не знаю даже, какие слова подобрать, да. У меня просто вот мой шок в шоке. Они не могут угомониться. Вот, выговорила, да. Уже все, заплетык языкается. До сих пор не могут принять то, что вы бегать за ними не будете. До сих пор не могут принять то, что вы тоже можете быть с кем-то счастливы, вы тоже можете быть успешными, но даже без нее, допустим. И как бы она не думала гадости, вот ваша бывшая, как бы она там не колдовала, что бы ни творила, но вы все равно справитесь. Кто-то справится своими силами, да, с помощью сильной энергетики, кто-то пойдет на чистку, кого-то, возможно, вообще не возьмет никакая магия, потому что, ну, просто не энергетика, а броня. Тоже бывают такие люди. Поэтому, знаете, вот она задумала сделать как-то вашу жизнь, ну, не то что невыносимой, оно не очень-то приятной. Вот ей не хочется видеть счастье в ваших глазах, ей не хочется видеть улыбку, ей не хочется слышать, что у вас все хорошо. И вот она задумала хоть какую-то пакость вам сделать, хоть мелкую, но пакость, хоть какую-то сплетенку. Кто-то, конечно, пойдет магию делать, но бумеранги ей все вернутся. Она получит такой бумеранг, что здесь и здоровье, здесь и личная жизнь, и работа. У нее все сферы будут просто в одном месте. Простите за мой французский. Поэтому, мои хорошие, предупрежден, значит вооружен. Будьте осторожны, будьте бдительны, ни на какие уловки не идите. И, конечно же, кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!